История случилась в маленьком городке, где пожилая женщина жила одна, ощущая тяжесть одиночества. Она находила утешение в прогулках, любовалась природой и заботилась о птицах. В одной из своих прогулок она обнаружила маленького котенка около леса. Он был голоден и замерзал, и старушка, испытывая сильную сострадательность, решила забрать его домой. Женщина кормила котенка и заботилась о нем, и он начал быстро расти и развиваться. Для нее он стал своеобразным ребенком, и она с радостью проводила время с ним, наблюдая, как он сидит на ее коленях. Несмотря на то, что котенок стал гораздо больше и уже не помещался на руках, старушка все равно видела в нем маленького и голодного котенка. Эта история оставалась тайной между ней и ее питомцем до одного необычного события, которое сделало их известными. Однажды утром, когда хозяйка отправилась на свою прогулку, она оставила кота спать в шкафу, но в это время трое местных алкоголиков, давно присматривавшихся к дому старушки в поисках ценностей, ворвались в ее жилище. Они начали обшаривать все комнаты, включая шкаф, где спал любимец женщины. Но первый грабитель открыл шкаф, его любезно встретил странный и неожиданный сюрприз. Выскочив из шкафа, огромный кот атаковал мужчину, схватив его за горло и повалив на пол. Другой грабитель, услышав шум, вторгся в комнату, но тоже стал жертвой нападения со стороны этого огромного кота. Третий грабитель побежал прочь. Когда женщина вернулась домой и увидела произошедшее, она сразу же вызвала полицию. Прибывшие на место сотрудники полиции были потрясены увиденным. Оказалось, что огромный кот, который принадлежал женщине, был не обычным домашним котом, а представителем дикого вида манула. Манулы известны своей неприручимостью и необычайной силой. Как такое чудо случилось? Как женщине пожилой получилось приручить и обрести доверие этого дикого зверя? Это оставалось загадкой. Однако, одно было ясно: доброта и любовь, которую женщина оказывала этому коту, сотворили настоящее чудо. Они разделяли особую связь, которая помогла коту перестать быть диким и найти место в сердце женщины.